Здравствуйте! Как вы знаете, жанр ММО весьма и весьма разнообразный. Он позволяет тебе вместе с твоими друзьями погрузиться в самые разные миры, от сказочных и фэнтезийных до самых далеких-далеких галактик. Пройти бок о бок целую кучу приключений, странствий и случаев. И если без всяких шуточек и сарказма, рынок онлайн-РПГ в последнее время откровенно перенасыщен тайтлами. Кто-то, кстати, с этим может поспорить. Есть даже те, кто считает, что в этом жанре сейчас некий кризис. Ведь если в год не выходит 100-500 ММО, значит все плохо и жанр мертв. Но, видимо, так же мертв, как и лут-шутеры, экшен-РПГ, киберспортивные шутеры и еще куча других жанров, поджанров, где люди играют в одну-две игры, а все остальное это так, проходничок. На тему живости этого жанра у меня есть вот этот вот замечательный ролик, он все еще актуален и будет актуален, я думаю, еще не один год. Обязательно посмотрите. Так вот, суть в том, что жанр онлайн-РПГ в некотором роде особенный, и одна игра за счет постоянных обновлений может оказаться актуальной на протяжении не одного десятка лет. Случай, безусловно, редкий, но как бы здравствуйте. И да, вы верно можете подметить, что у меня выходил уже подобный ролик, да и вообще топов на канале хватает. Об этом в конце видео, чтобы не тратить время зрителя. Я предчувствую, что ролик и без этого будет охрененно длинным уж. Извините, я не скорострел и хочу рассказать про каждую игру более-менее развернуто, а не вот это вот хуё, моё, график там, норм, данжики там вот. Тайм-коды вам в помощь, друзья. Меня зовут Даниил, вы на канале Котей, где я разбираю различные онлайн-игры и не только. Я расскажу вам про самые лучшие MMORPG на рынке и постараюсь пояснить, ради чего в них стоит поиграть. Однако лишь напомню, что играть надо в меру. ММО — это жанр, который требует довольно много времени, и порой с непривычки можно в нем просидеть целыми сутками. Очень важно не переусердствовать и переключать свое внимание на что-то другое, например, кино или сериалы. В этом вам поможет Кинопоиск HD, который я могу порекомендовать вам от всей души, так как я сам пользуюсь им на регулярной основе. Это офигенный онлайн-кинотеатр, который открыл для меня мир различных сериалов и хорошего кино. Буквально на днях я досмотрел второй сезон Пенниуорта. Это сериал про дворецкого Бэтмена, точнее про времена его молодости, когда он из обычного наемника и ветерана войны перерос в шпиона на службе английской королевы. Очень годный, достаточно чернушный и по-английски стильный сериал. Ну и огромное количество другой годноты. На этом сервисе я посмотрел великолепных джентльменов Гая Ричи. Тут в отличном качестве есть куча классики вроде Властелина колец, Звездных войн, Матрицы, но и таких мультсериалов, как Южный парк, Рик и Морти, Футурама и прочее. Я уж молчу про легендарный Снайдер Кат и кучу другой годноты от DC в отличном качестве и дубляже. И у меня для вас есть приятный бонус. Это 2 месяца бесплатного доступа Кинопоиск HD. Целых 60 дней бесплатно, плюс к этому еще и плюшки сверху. Кроме доступа к онлайн-кинотеатру, вы получаете бонусы плюс мульти для сервисов Яндекса, до 10% кэшбэк в Яндекс.Гоу, до 10% кэшбэка на покупку билетов Яндекс.Афиши и до 5% на покупки со спецзначком на Яндекс.Маркете. Все это вам доступно уже сейчас по ссылке в описании, либо по моему промокоду. Вы не только получаете отличный онлайн-кинотеатр и бонусы Яндекса, но и очень сильно поддержите канал. Предложение действительно только для новых пользователей Кинопоиск HD. Давайте начнем с чего-нибудь ПВЕшного и сюжетного. Final Fantasy XIV — это японская MMORPG от компании Square Enix. И у меня с этой игрой связано много всяких событий, случаев, которые повлияли во многом и на этот канал, и на мою вкусовщину в ММО, но это так лирика. Если вы собираетесь играть Final Fantasy XIV, вы должны понимать, и я бы даже сказал, осознавать, что это в первую очередь Final Fantasy, а уже потом ММО. Самое важное и самое лучшее, что есть в финалке 14, это ее сюжет. Он огромен. На его прохождение вам придется потратить просто невероятное количество времени, и если вы не будете за ним следить, читать все диалоги и реплики, переживать за героев и так далее, то прокачка первого персонажа вам может показаться адом. Эта игра не для задротов-спидранеров. Она в первую очередь для тех, кто любит медитативное и неспешное погружение в игру, и кто готов качать первого персонажа вдумчиво и прям вот пару месяцев. Для твинков сюжет не нужен, к тому же для твинков не нужны отдельные персонажи, ведь все классы доступны на одном персонаже, и вы просто переключаете их по ходу. Поскольку игра на английском, то для понимания сюжета вас очень спасет программа Tataru Helper. Она отдельным окном переводит все реплики и диалоги в игре, и вы просто читаете машинный, да, но перевод сюжета и хотя бы понимаете, что тут происходит. Боевая система у нее таргет, и она очень специфична. Очень длинный ГКД и огромное количество скиллов. Ротация выполнена в виде комбинаций с открывашками, финишерами, вне
мега-КД скиллами, бафами, а также позиционкой. На первых этапах она очень тягомотная, когда вам для ротации приходится спамить 1-2 кнопки, но на максимальном уровне она заставляет немного попотеть, если вы хотите выдавать максимальный профит. И сразу скажу, PvP тут полное говно, и проще сказать, что его вообще нет. Ну, японские ММО они такие, да. PvE-система же тут построена по канонам World of Warcraft времен, наверное, гнева короля Лича, что, кстати, довольно большой плюс. И суть PvE-системы, что вы после прохождения сюжета начинаете крабить шмот для следующего патча. Либо фармя особую валюту в рулетках, это такой набор рандом данжей, а потом за эту валюту покупаете шмот, либо идете в актуальный для патча рейд, в котором также можно одеться. А лучше всего это комбинировать эти способы. Рулетки позволяют вам фармить шмот в соло, рейды это более групповой и более гильдийский контент. После того, как вы оденетесь, то на выбор у вас есть несколько видов занятий. Это Savage рейды, это такая героическая сложность актуал рейда, где придется откровенно попотеть. Есть возможность сходить в доп-контент, такой как Эврика, локация для гринда, Палас, это рогалик с рандом генерацией данжей, ну и куча всяких ивентов, коллабораций, дополнительных сюжеток, дейлики на репу и многое другое. И самое клевое, что вас ни к чему не принуждают. Основной контент финалки это сюжетка и немного шмота на капе покрабить через рулетки и рейды. Все, и можно курить до следующего патча. Все остальное исключительно по вашему желанию и в свободное время. И такой подход я считаю очень честный. Разрабы не пытаются удержать вас в игре за счет подписки, а стараются делать много интересного дополнительного контента, ради которого вы сами будете возвращаться и проплачивать игру. Кстати, да, игра распространяется по подписочной системе. В игре есть триал до 60 уровня, если я не ошибаюсь. Потом вам надо купить последний аддон, который пустит вас в контент дальше. На игру каждые 2 месяца скидка в Стиме, кстати. Подписка в Ру-сегменте стоит меньше 300 рублей через автопродление. Гайд по ссылке в описании найдете. С точки зрения перспектив, игра отличная. Сюжет постоянно двигается вперед, контента немного, но его добавляют регулярно по чуть-чуть, плюс доп. Активности в игре хватает. Кроме этого, игра доступна на PlayStation, на Карабоксе вроде бы тоже скоро обещают. Это еще один плюс в копилку. Так что если вы хотите не времязатратного и олдскульного приятного PvE, отличного сюжета, честного подхода от разрабов и стабильной игры без экспериментов и свистоплясок, Final Fantasy XIV — это ваш выбор. О, слушай, пока не забыл, у меня есть к тебе небольшая просьба. Я совсем недавно завел Twitch канал. Там пока совсем немного народу, но я планирую очень активно развивать его, вот прям по максимуму. На Твиче я играю в WoW, в ТСО, прохожу актуальный сюжет финалки 14 и эпизодически играю в коопе еще во всякую интересную годноту вроде оригинальный Diablo 2, ну и конечно еженедельная рубрика ММО дичь. В общем, показываю актуальный контент в моих любимых ММО и не только. Также я стараюсь постоянно по мере сил и финансов делать какие-то интересные розыгрыши, интерактивы. В общем, я тебя жду, стримлю почти каждый день в дневное время. Ссылку найдешь, конечно же, в описании. Однако, если вы хотите отойти по максимуму от классики, вы хотите какого-нибудь уникального и необычного MMO-экспириенса, вас достала постоянная гонка вертикальной прогрессии, когда каждый патч чуть ли не обнуляет ваш прогресс и ваши достижения прошлого патча, то я предлагаю вам попробовать Guild Wars 2. Это западная MMORPG от компании ArenaNet, вышедшая еще в 2012 году, и до сих пор ее никто не переплюнул с точки зрения оригинальности и многих механик. Во-первых, уникальная гибридная боевая система — это как бы одновременно таргет и одновременно нон-таргет, причем еще и этакий автотаргет. В обзоре я объясняю это по-человечески, обязательно гляньте, ссылку на обзор найдете в описании. Скажу лишь, что боевка мягенькая, иммерсивная и достаточно при этом динамичная. Слабоватый импакт, да, но при этом она все равно вкусная и держит идеальный баланс между динамикой и тактичностью. Во-вторых, это горизонтальная система прогрессии. Никто не обнулит ваш прогресс патчем или аддоном. Если вы прокачались и оделись, значит ваш персонаж остается актуальным практически всегда. Единственное, что может повлиять на ваш шмот, это мета. Она эпизодически меняется и заставляет вас менять свой билд, если вы хотите выдавать максимум профита. С билдами в игре, кстати, все неплохо. На каждый класс доступно несколько видов оружия, у каждого вида оружия свой набор скиллов, который еще и от класса варьируется, и на разных классах, но на одном оружии будут разные скиллы. Плюс всякие таланты, специализация, подбор шмота по статам, билдостроение приятное с точки зрения ММО. Концепт игры же состоит из 3 составляющих: эксплоринг, PvE и PvP. Эксплоринг — это закрытие локации на 100%. Каждая локация в игре, а их очень много, состоит из набора активностей, которые вам надо закрывать. Выполнить квест, разведать точку и тому подобное. Когда вы выполняете все активности локации на 100%, вы получаете награду. При этом игра постоянно генерирует различные интересные ситуации, о которых тоже, собственно, есть в обзоре. PvE тут состоит из фарма ивентов, данжей, фракталов и рейдов.
Грубо говоря, ивенты нужны для ресурсов, праздничные ивенты и данжи ради внешек, которые в игре очень ценятся. Есть такая шутка Fashion Wars 2. Плюс в игре очень приятный и веселый крафт. Рейды в игре неплохие, но проблема в том, что их очень мало. Даже с учетом времени, что ваш статик с нуля будет их закрывать, не зная при этом совершенно тактики, но при этом имея хоть какой-то опыт в рейдах. Мне кажется, что рейдовый контент закроется достаточно быстро. Но это имхо. Боссы при этом достаточно уникальные, они растут в сложности по крыльям. Например, первые самые рейд-боссы, они максимально простые, я бы даже сказал казуальные. А вот тот же Doom, к примеру, может уже подпалить жопку изрядно. Плюс не стоит забывать, что есть челлендж-моды, это повышенная сложность, и вот это уже действительно сложно и интересно даже для бывалых рейдеров. Тут еще приплюсовываем крайне необычную классовую механику, а также совершенно нетипичный концепт танков и хилов. В общем, разбираться в этом реально интересно. Фракталы — это данжи, которые регулярно растут в сложности. Да, WoW спер концепцию Mythic Plus именно отсюда. Но фракталы ГВ2 объективно проще и гораздо менее задротские. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Они более лояльны к вашему времени и нервам. О них подробно тоже есть в обзоре. Ну и с точки зрения PvP в ГВ2 все отлично. Есть крайне добротные батлграунды, включающие в себя особые режимы, типа моба режима. Есть ВВВ, это где твой сервер, это твоя фракция, и ты еще две таких фракции на огромной карте гоняешь, или тебя гоняют. Баланс, конечно, далеко не идеален, но достаточно хорош по сравнению с тем, что творится в других MMORPG, и тут очень решают руки. Недавно в ГВ2 заанонсили новый аддон восточной тематики, а учитывая подход ArenaNet к аддонам, должно получиться что-то реально годное и во многом даже уникальное. Между аддонами выходят сезоны живой истории, этакий сериал внутри игры, где на сюжет влияют игроки напрямую. История добавляет не только сюжет, но и новые области и в принципе новый контент. Распространяется игра же по buy-to-play системе, то есть купил и играй. Все, что вам может понадобиться для игры, это через довольно большое количество времени покупка живой истории, которую либо по скидке паками, либо вы ее получаете бесплатно, если зайдете в день выхода новой серии, скажем так, нового сезона. Ну и крайне важный момент, да, игра на английском, и многих это смущает. Но если ты хочешь максимально честной монетизации, лояльности к твоему свободному времени, а также хочешь каких-то уникальных для ММО фишек и механик, тебе однозначно стоит попробовать Guild Wars 2. Ссылка на обзор в описании. Поговорим о нестареющей классике, этаком эталоне, золотом стандарте. Когда-то давно, конечно. World of Warcraft это в прошлом, а возможно даже и до сих пор, цифр никто не предоставляет, самая популярная западная MMORPG от компании Blizzard. Или точнее теперь уже Activision Blizzard. Все сложно. При всей моей любви к World of Warcraft, а уж как я его облизываю и защищаю, так, наверное, никто его не облизывает в ру-сегменте, глупо отрицать, что сейчас WoW уже не совсем тот недостижимый идеал, не прям уж идеальная MMORPG со всех точек зрения, и у него объективно есть довольно сильные проблемы. Забавный факт, это чуть ли не единственная ММО, на которую у меня до сих пор нет полноценного обзора, что странно. Думаю, пора бы это уже исправить. Можете эти слова воспринимать как анонс. Но я вам так скажу. При всех своих проблемах и залетах, которые мы обязательно разберем в обзоре, WoW до сих пор является одной из самых лучших и самых популярных MMORPG с огромной фан-базой, с постоянными завозами контента и регулярным осовремениванием настолько, насколько позволяет движок и относительно консервативная аудитория. Ведь суть в том, что в World of Warcraft случаются проколы, да, но они видны даже не сколько на фоне других игр, сколько на фоне самого себя. Например, та планка качества, которая была взята в том же аддоне Легион, к примеру, лучший аддон за всю историю World of Warcraft. Взять такую планку не всегда получается в следующих аддонах, и это не остается незамеченным. World of Warcraft — это неимоверно огромная вселенная, с кучей книг, с огромным бэком и тоннами лора в самой игре. Сейчас, в этом десятилетии, я бы так сказал, WoW может похвастаться, во-первых, отличной классовой системой, где есть классы на любой вкус, вроде друида, который превращается в животных, охотника на демонов с его двойными прыжками и планированием на крыльях. Плюс у каждого класса есть несколько специализаций, которые чуть ли не кардинально меняют геймплей за них. Например, мили-ветка охотника, или разный подход к нанесению урона у шамана в разных спеках. И, например, в той же финалке 14 мне очень не хватало подобного, потому что там у класса четко выраженная роль. Если воин, то танк, если паладин, то танк. Тут же есть возможность и дамажить, и хилить, и танковать паладином, это к примеру. И поверьте мне, это не стоит недооценивать. Во-вторых, это максимально непредвзято и объективно, но у Вова лучшая на данный момент PvE-система в MMORPG. С точки зрения PvE-механик, сложности рейд-контента, режима Mythic Plus и частоты выхода контента, конкурентов у него тупо нет.
Есть заменители, и может быть подпивчанский казуал и не заметит разницы. Но кто полноценно рейдил WoW хотя бы раз, не в смысле в ЛФРе побегал, а закрывал героик, рейдить в других ММО ему будет в разы скучнее. Причем рейды в нескольких сложностях на выбор, что позволяет играть как уж совсем конченным ракалом, которым главное с пачкой бомжей и рандомов пробежать ЛФР и посмотреть сюжет. Знаете, этакий no-brain режим для целователей белочек. И также обычным игрокам, которые готовы потратить немного времени на обычную версию рейда, чтобы приодеться, и потом закрыть героическую версию со своей гильдией чаще всего, но можно и с рандомами. А есть еще и максимально хардкорные версии рейдов в эпохальной сложности, закрыть которые способны только настоящие киберкотлеты, максимально одетые и с максимально слаженной игрой. Сотни и сотни и сотни траев приходится тратить даже максимально скилловым ребятам, которые на этом бабки зарабатывают. То же самое про систему Mythic Plus данжей, которые позволяют полутать челленджа и одеться пачки из 5 человек. Если раньше все дороги вели в рейд и других вариантов одеться почти что не было, то сейчас есть альтернатива для компании поменьше. Это, собственно, Mythic Plus данжи. Каждые полгода выходит крупный патч с куском сюжета, новой локацией, новым рейдом, новым данжем, и каждый патч разной категории игроков вновь врываются в новый сезон ради нового контента, закрывая то, что позволяет им скилл и свободное время. Плюс, кроме этого, каждый аддон в Вове появляется что-то новое. Например, в Легионе это были артефакты, башня магов, в битве за Азерот это Шея и Порча, видение Анзота, в Shadowlands это Таргаст и Утроба пока что. Постоянно дают что-то новенькое в плане игромеханики. Справедливости ради, да, это не всегда работает идеально, как хотелось бы, особенно на старте аддонов, и какие-то фишки Близы в итоге могут вырезать, какие-то наоборот приживаются. В общем, постоянные эксперименты. С точки зрения сюжета мне пока сказать особо нечего. Из-за смены сценаристов в игре сейчас с глобальным сюжетом творятся лютые свистопляски. Они закрутили его настолько сильно и настолько сильно заредконили, что либо это будет реальная пушка к концу Shadowlands к следующему аддону, либо его сольют в унитаз окончательно. Если раньше сюжет был такой прямой, вполне логичный, плюс относительно приземленный, то сейчас все вертится на каких-то космических масштабах и эпике, и пока не совсем понятно, куда это приведет. С точки зрения PvP в Warcraft все откровенно не очень, Близы всегда строили баланс под PvE, причем не всегда удачно, отчего PvP в игре стало дико посредственным. Если просто побегать на БГ и пофаниться с братюнями, да в вармоде погангать на локации, ну конечно оно можно, но серьезное PvP на арене, экспириенс, как по мне, ну не очень, потому что вечно то порча баланс ломает, то легендарки PvE-шные. Блин, ну типа он залез, вот и плохо. Чё, блять? И обязательно нужно упомянуть такую вещь, как официальные сервера классических версий. Многим раньше ради старых версий приходилось играть на пиратках. Сейчас же Близы делают свои собственные сервера. Уже прогремела с лютым успехом Ванила, скоро выйдет WoW БК Classic, к которому уже все почти готовы. Вы не готовы! Ой, да завались ты. Ну и после БК откроются еще и ЛК сервера, ну а там кто знает. И это отличная возможность поиграть и поностальгировать на старых версиях совершенно легально и на современном клиенте, не переживая за свой прогресс и своих персонажей. И у Вова будет такой полноценный музей 3 старых версий, на котором всегда будет неплохой онлайн. А еще PvP на старых версиях очень веселое, но именно что веселое. Поэтому мой вам совет: рассматривайте современный World of Warcraft только с точки зрения PvE. Оно тут лучшее, оно великолепное, оно киберспортивное и невероятно интересное. А старые версии и ради PvP можно, ибо PvE в них, ну конечно, не чита современному, но не затем играют. Игра распространяется по подписке, для классических версий вам просто нужна подписка, а для актуала вам нужно купить игру с последним аддоном. И со второго месяца, первый бесплатно, оплачивать 650 рублей в месяц, ну либо дешевле, если брать подписку пачкой. Да, при этом подписка общая на ритейл и классику, то есть 2 игры по цене одной. Кроме этого, есть возможность оплачивать игровое время золотом, и это отличный вариант для тех, у кого много твинков или свободного времени. Если ты хочешь лучшего и натурально киберкотлетного PvE на рынке, быть частью огромной вселенной или погрузиться в старые добрые классические версии с большим онлайном и на современном клиенте, плюс не париться по поводу шопа, DLC, сезонов, а просто спокойно оплачивать подписку, которая за месяц стоит меньше, чем один поход в магазин, тебе точно стоит попробовать World of Warcraft.
Хотя, несмотря на то, что в World of Warcraft приходит очень много новичков, которые до сих пор не пробовали его, и постоянно у меня спрашивают, а стоит ли поиграть, есть много старичков, которым World of Warcraft уже надоел за 16 лет. И это нормально. И многие воверы, как я заметил, уходят в Elder Scrolls Online. Это западная MMORPG от компании ZeniMax, издаваемая компанией Bethesda. Что, кстати, забавно, ибо ZeniMax при этом является владельцем Bethesda, хотя вообще-то владельцами обеих сейчас является Microsoft. Фил купил Skyrim, так сказать. Самая главная фишка Elder Scrolls Online, я бы сказал, ее ультимативная способность. Это, конечно, вселенная древних свитков, у которой миллионы фанатов по всему миру. И сама возможность свободно погулять по всему Тамриэлю уже шикарна. Но это скорее очень приятное дополнение, которое приплюсовывается к довольно интересной системе квестов. Тут практически отсутствуют принеси-подай квесты, минимальное количество бэктрекинга, абсолютно каждый квест на локации это маленькая мини-история, где вам нужно что-то расследовать, куда-то пробраться, что-то выяснить. Конечно, до этой системы можно докопаться из разряда шаблонов квестов не так много, в них куча самоповторов, это правда. Плюс я бы еще добавил, что порой элементарных принеси-убей квестов реально не хватает. Вот можете этому удивиться, но порой в ТСО хочется просто пойти и убить 10 волков по квесту в лесу, а не расследовать какое-то очередное преступление, в котором замешаны гребаные даэдра. Удивительно даже. Но знаете, доколупаться-то можно до чего угодно. Отрицать факт интересности местных квестов будет кощунством. Квесты проработанные, озвученные. Многие еще и имеют несколько концовок. Плюс к этому вам дают еще и несколько сюжетных линий. Например, основной сторилайн с пророком в классике, сюжетки всех глав, сюжеты DLC, фракционные сюжетные линии. И они достаточно интересные и несут за собой крутые награды. Кроме сюжета, вам дают еще и кучу PvE контента. И одна из важных фишек, контент в этой игре не устаревает. Вы можете вернуться на своего персонажа спустя год, два, и ваш прогресс при этом никто не обнулит. Если вы прокачались и собрали билд на персонажа, он остается актуальным еще очень много времени, да почти всегда. Да, не факт, что он будет метовый, но сколько я наблюдаю за игрой, даже не метовые, а просто более-менее адекватные прямые билды остаются актуальными, и с ними можно закрывать контент. Из контента тут рейды, если честно, не самые интересные с точки зрения тактики и механики, знаете, такие подпивасные. Ветеранские данжи, вот, кстати, ветданжи из DLC очень добротные, и там приходится даже попотеть. Ну и арены разные, ивенты и вот это прочее. Чего покрабить, конечно, есть. ПВП в игре слабоватая, Сиродил лагает, баланс жопный, арен адекватных нет, к сожалению, World PvP вне Сиродила тоже. Просто пофаниться, конечно, можно, но серьезно этим прям заниматься не очень. И в некотором роде онлайновые свитки ощущаются этакой кооперативной RPG-сервисом больше, нежели ММО. Это тоже стоит учитывать. Ну и сразу важно предупредить насчет технической части игры. Это так называемый вивинг в боевке, то есть срез анимаций через автоатаку, ну и в принципе проблемы с анимациями в этой игре, это все дело на любителя. Монетизация в игре сделана довольно своеобразным методом, в игре нет обязательной подписки, она по системе buy to play, но есть необязательная ESA+, стоит косарь в месяц и добавляет весьма много полезных плюшек. Играть можно и без нее, конечно, покупать контент, когда есть возможность и желание, и многих это в общем-то устраивает. И даже купив базовую версию игры за 400 рублей каких-нибудь на распродаже, вы получаете весьма и весьма большое количество контента на пару сотен часов. Пока пройдете классику, там либо голды накопите на новый контент, да, можно покупать определенный контент за золото, грубо говоря, либо накопите денег на подписку или на новые главы в реальном мире. И вас никто при этом не торопит. Есть желание и возможность, подкупили, разблочили, прошли. Это удобно для работяг. Так что, если вы хотите побывать во всех уголках Тамриэля, получить максимально лояльную к вашему времени ММО, которая ощущается скорее как кооперативный сервис RPG проект, что, кстати, неплохо. Все это при этом на русском языке, вам явно стоит попробовать Elder Scrolls Online. Ссылка на обзор также будет в описании, но если честно, обзор мне не нравится, я, наверное, скоро его переделаю, так что, вероятно, в описании вас ждет ссылка уже на новый, но не факт. Кстати говоря, на тему квестовой составляющей, сюжета, выбора концовок в квестах и вот этого вот всего, думаю, все вы прекрасно помните такую MMORPG Star Wars Old Republic. И вы, наверное, удивитесь, а шо, она еще жива? В нее стоит поиграть? А почему бы и нет? Русификатор на нее есть, в Steam игра вышла, стоит копейки по региональным ценам, и поддержка игры потихоньку, помаленьку, но еще продолжается. Как вы, возможно, помните, SWTOR изначально был этаким ответом World of Warcraft, который
который строился на сугубо похожей PvE-системе с данжами, рейдами, БГ, но главной особенностью же была и остается сюжетная линия игры. С тех пор много воды утекло, игра, ясное дело, проиграла в конкуренции World of Warcraft и перестала рваться в топы, сосредоточившись на поддержке игры ради фанатов. Во многом это, конечно, правильное решение. Сегодня игра представляет из себя довольно годную сюжетно-кооперативную RPG с хай-энд контентом в сеттинге старой Республики Звездных Войн. Причем старого канона, кстати. Конечно, да, трушно олдскульным фанатам Которов может и не зайти, синдром утенка, возможно, помешает, но те, кто просто любит этот сеттинг и эту вселенную и в принципе уважает старый канон, понравится точно. Во-первых, сюжетные линии классов, причем как за светлую, так и за темную сторону. Сюжетные линии аддонов и DLC, рыцари павшей империи, сюжетка Дарт Ревана и другое. В квестах у вас идет постоянный выбор. Вы принимаете решение, что сделать, кого убить, кого пощадить, с кем замутить, а с кем нет. Плюс еще система компаньонов, которые тоже реагируют на ваши действия по-разному. Есть и такая шкала взаимоотношений. И да, на глобальный сюжет все эти решения далеко не всегда влияют, но сама возможность решать судьбы персонажей, пусть даже не особо значимых в квестах, но она радует. И если когда-нибудь такое случится, что вы пройдете все сюжетки классов, DLC, аддонов, то, возможно, вы захотите побегать high-end контент. И он тут есть. На БГ, то есть Warzone бегать не советую, лагают дико, а вот всяких данжей и рейдов предостаточно. Без фанатизма и люто сложных механик, без адового хардкора, но такие, знаете, приятные по челленджу, и в принципе коротать время до следующих патчей в них можно. Также можно коротать время еще в режиме Starfighters, но это в этих ваших самолетиках, залипательно, конечно. И да, к Саватору все еще выходит контент по чуть-чуть, без крупных аддонов, с размахом Котфа, с очень сочными синематиками. Собственно, причина понятна, Electronic Arts забила на ММО-сегмент окончательно, такие бабки на этой игре просрала, жуть просто. Но игра потихоньку еще обновляется, сюжетная линия продолжается, данжики вводят, что, конечно, здорово, и плюс игра вышла в Стиме, что тоже прибавило к ее онлайну, в том числе и в ру-сегменте, ибо русификатор в открытом доступе, и фанаты с миру по нитке, но работягам перевод делают. С точки зрения перспектив, игра, к сожалению, мертвая. Это я вам говорю сразу. И если какая-нибудь Латро все еще может воскреснуть, ибо в нее пришли инвестиции, об этом в других роликах, то Саватор, увы, нет. Он существует только за счет своей фанбазы и выпускает какие-то крохи контента нового, но в нем его накопилось этого контента достаточно много, чтобы залететь и пройти его весь. Тем более, что и по цене игра вообще не кусается. Региональные цены в игре есть, да, в том числе и в Стиме, и в ру-сегменте игра стоит 300 рублей в месяц, причем за подписку открывается весь контент, включая аддоны, что довольно удобно. Также региональные цены и на шоп в игре, если вдруг захотите прикупить пару скинчиков. Так что, если вы скучаете по старой Республике Звездных Войн, по старому канону, вы хотите поиграть в этакий Котор только в онлайне, поиграть во что-то похожее на WoW, но это не WoW, или же вы просто хотите помахать световой шашкой и отыграть настоящего ситха или джедая, вам стоит поиграть в Star Wars The Old Republic. Ну хорошо, квестики, данжи, сюжеточка, рейдики, все это, конечно, здорово для PvE крабов, и они всем довольны, ладно. Но что делать, если я хочу просто гринда, красивого графона и PvP-системы в стиле линейки? Вы уже знаете, о чем пойдет речь, конечно. Black Desert Online — это корейская экшен-MMORPG с самой лучшей графикой на рынке, а также самой динамичной и бодрой боевой системой. Вся боевая система завязана на комбинациях и на зажиманиях разных сочетаний клавиш, которые, собственно, и являются скиллами и мувами. Объяснил как мудак. Короче, как в файтинге типа назад ЛКМ один удар, Shift ПКМ другой, и все это от третьего лица. Вряд ли кто-то будет спорить, что игра представляет из себя ультрасочную гринделку. И играют в нее 90% людей исключительно ради кромсания мобов. Ну, как в линейке или в Диабле, грубо говоря. Многие, кстати, бомбят, когда я сравниваю БДО с линейкой, мол, это разные игры. Ну, гиганты мысли отцы русского геймдева, конечно. Я сравниваю концепт игры. И главная претензия, мол, в линейке был гринд групповой, а в БДО гринд в Солянова. Да, групповой — это в той линейке, где у каждого хмыря по 3-4 окна было. Групповой ничего не скажешь. Мир Black Desert, кстати, очень огромный и красивый, поделен на территории. И на этих землях куча самых разных спотов, где мобы тусуются просто сотнями. И в зависимости от вашего шмота, от вашего скилла, вы подбираете спот под себя. Есть быстрые споты для динамичных классов, есть более тяжкие для тяжелых классов типа Валькирии.
Есть групповые споты, хотя их не очень много. И часами вы сидите на нужном споте и фармите. Вам падает трэш, который вы продаете вендору, вам падает экспа, на который вы, собственно, качаетесь, и вам падает иногда всякое редкое барахло, которое можно толкнуть на аукционе и тоже, в общем-то, поднять серебра. На серебро же вы улучшаете свой эквип. Плюс эпизодически вам надо бегать на ворлд боссов ради их шмоток, делать ивенты, и если вам надоест гринд, вы легко можете занять себя крафтом, относительно АФКшным, конечно, но на нем все равно можно более-менее неплохо жить, и у вас куча всего, что вам надо улучшить. Выбить фею, улучшить коня до максимума, питомцы, точить шмотки, в игре всегда есть чем заняться. Многих это смущает, мол, чего? Часами сидеть на спотах? Что за бред? Но, во-первых, на медитативном гринде построены целые жанры, это раз. Во-вторых, даже во время фарма на топ-спотах может вечно что-то происходить. Я говорю, конечно, про PvP-замесы. Не стоит забывать, что в игре куча регулярных кланваров, нубцы и рачки, которых вечно унижают, только и орут, что «да тут донат решает», а сами даже не знают, что такое клик to move или как скипнуть анимацию в комбе. Я когда только начал играть за Блейдера, регулярно огребал в PvP, потому что тупо не понимал, а как за него играть-то? У него же дамага вообще ни о чем. А потом мой друг Зира объяснил мне, что да как, мы потренировались на арене, и я такой «ля, вот это нюансов местной боевки, ём». В общем, Black Desert это гигантская игра, где даже гринд это целая научная дисциплина, ибо вымерять профитные споты, маршруты, фарма, комбо для гринда и вот это вот все. Плюс не стоит забывать про осады, они, конечно, не особо интересные, осадных машин как таковых нет, замков тоже. Знаете, просто зерк-толпа налетает, ломает деревянный сарай и как бы вот это вот все. Не очень. Единственное, что крайне может смутить, так это как раз отсутствие какого-то киберкотлетного контента. Игра сугубо завязана на open world, что для кого-то плюс, для кого-то минус. Многие жаждут хардкорного ПВЕ с такой боевкой, рейдов, данжей, оно и неудивительно, боевка эталон. Плюс в БДО появилась такая фигня, как сезонный сервер. Сезон подразумевает под собой персонажа, который должен на специальном сервере выполнить ряд сезонных квестов, связанных с прокачкой, гриндом и прочим. И за это он получает сезонный шмот, который после завершения сезона у него, собственно, остается. Сезонный шмот — это крайне хороший вариант стартового шмота, который позволяет в минимальные сроки одеться неплохо без доната и уже фармить на каких-то крупных и более-менее, жирных спотах. Штука отличная. Донат в игре своеобразный. Он как бы одновременно и душит, и нет. Если вас вполне себе устраивает жизнь предтопового чара, вы не хотите участвовать в самых топовых осадах и кланварах, и также сидеть там на самых жирных и топовых спотах, можно и без него. В игре куча ивентов, халявы, те же сезоны, все это позволяет неплохо развиваться и без доната. Лично по мне, необходимый донат здесь это вкинуть, не знаю, 1003, купить палатку, чтобы со спота далеко не бегать туда-сюда, ибо задалбывает, и еще в идеале купить пару-тройку питомчиков, поверх халявных. Все остальное можно накрабить и так. Премиумы покупать по возможности, хотя они довольно полезные. В общем, фри-то-плей типичный. Что до самой игры, от нее каждый может взять что-то свое. Кому-то подавай гринд после работы под пивко и сериалы, кому-то крафт и ремесло, а кому-то просто побегать на красивые пейзажи позалипать, тут уж как хотите. Не подойдет эта игра ПВЕ крабам, которым подавай данжи и рейды, собственно, поэтому я в нее уже и сам толком не играю, хотя игру очень уважаю. На нее, кстати говоря, тоже есть обзор, понятное дело. И если вы хотите сложной и очень крутой боевки, хорошую графику, медитативный гринд и относительно прозрачный фри-то-плей, вам точно стоит попробовать Black Desert. Но есть такая искушенная аудитория, которой все вот эти вот свисты-перделки корейские до лампочки. Им подавай мясо и хардкора. Albion Online — это PvP-ориентированная изометрическая сэндбокс MMORPG, особенностью которой является Full Loot. Вся карта Альбиона поделена на территории определенного цвета, не считая мирных, в каких-то даже PvP нет, только PvE, потом зоны, где включено PvP, но нет Full Loot, затем зоны с Full Loot PvP и, конечно, черные зоны, где вообще полный хардкор. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится, то есть зоны поделены на тиры, и за более высокими тирами ресурсов и мобов надо лезть в зоны опаснее. Прогрессия и прокачка персонажа в его билдах, каждый тип снаряжения обладает своими скиллами и особенностями, особенно оружие. И видов оружия тут целая куча, начиная от самых элементарных щита, меча и лука, заканчивая сраными бревнами, магическими посохами и еще всякой разной канителью. Каждое оружие при этом обладает своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, и у всего своя этакая роль в бою. Прокачка же идет по этаким веткам, с чем бегаете, то и качается, открывая доступ к новым видам подобного снаряжения
снаряжения или брони, либо усиливаете то, с чем бегаете сейчас. И да, вы прекрасно знаете, что я к Альбиону отношусь, весьма прохладно. Для меня эта игра слишком скучная, чересчур гриндовая, и full лут это все только усугубляет. Очень времязатратно. Я, кстати, выживачи, именно поэтому не играю. Но это ведь лично моя субъективщина, вкусовщина и всякое такое. Альбион, тем не менее, игра отличная, хоть и дико специфическая. Во-первых, это одна из немногих ММО, где социалка и кооперация жизненно необходимы. Без хорошей гильдии или хотя бы консты вы здесь пропадете. А во-вторых, это одна из немногих игр, где почти все завязано на ПВП, на масс ПВП, на ГВГ, на гангах и прочем. И это тоже важно учитывать. Из контента Альбион представляет из себя целую тонну разных гриндовых спотов, от Open World до соло-данжей, групповых данжей, где вам могут накостылять другие игроки. В общем, много чего в игру было добавлено, постоянно выходят какие-то обновы типа Авалон оружия и вот этого вот всего прочего. Плюс в игре очень недурственно развита крафт-система, и за счет того, что игроки постоянно теряют шмотки, даже самый минимальный крафт неплохо ценится. То есть тебе не надо качать ремесло до самого высшего уровня, чтобы начать хоть какие-то копейки зарабатывать. Игра распространяется по фри-то-плей системе, VIP в принципе нужен, но его можно легко накопить прямо в игре, он покупается за серебро. То есть с точки зрения монетизации игра очень даже лояльная. Конечно, по уровню сэндбокса с Ультимой и RuneScape игра не сравнится, увы, но она и не пытается. А именно как PvP песочница, чем-то отдаленно напоминающая линейку, кстати говоря, она вполне себе имеет место быть. Она в этом направлении постоянно развивается, улучшается, контента вводится много. А если для вас все прошлые MMORPG кажутся чем-то крабским и казуальным, пытайте свои силы в Альбионе. Только не забудьте сразу озаботиться компанией верных друзей. Хотя, возможно, вы уже немножко устали от фэнтези, от всяких этих эльфов, гномов, прочей вот этой ерунды, но при этом тоже хотите чего-то хардкорненького и интересного. Расскажу небольшую историю. Когда я был еще совсем пиздюком, я очень любил смотреть, как мой отец играет в игры. Этакий, знаете, летсплейщик моего детства, да. И одной из любимых его игр была на тот момент X3 Reunion. Мы часами залипали в нее. Он рассказывал, как в ней поднять бабла, он любил торговать батареями, кстати, в оптовых масштабах. О чем это я? Как жаль, что у нас не было на тот момент нормального интернета, и он не мог опробовать EVE Online. Ведь это все то же самое, только в онлайне. Ну, конечно, лор другой. Телади говорят, что твою мамку. Я в онлайн это охрененно огромная песочница, военная и экономическая. Живой рынок. Каждый пилот это такая маленькая микрошестеренка в огромном механизме. И все это завязано на действиях игроков. После туториала, когда вас выпинывают под жопу в открытый космос, в целую галактику, лишь вы хозяин самому себе. И вы вольны делать все, что угодно, с той лишь разницей, что ваша цель – зарабатывать бабки, а уж каким путем это решайте сами. Вы можете стать охотником за неписями-пиратами, и тогда вам понадобятся боевые корабли и максимально хорошее вооружение. Вы можете стать майнером и добывать ресурсы на астероидах, и тогда вы станете каменщиком и будете бурить 3 дня, как говорится, без зарплаты. Либо вы можете стать трейдером, летать между системами и торговать барахлом, и вам нужен грузовой корабль с максимальной вместительностью. Что до видов кораблей и их кастомизации, тут все очень широко и здорово, под любой вкус и задача. Но важный момент, почему 90% новичков покидают игру, это потеря этого самого корабля. Представьте себе, что вы неделю задротили как черт, просто майнили там сутками, чтобы купить новый кораблик, и в первом же вылете в бою вы его просрали. И все, вы потеряли свои деньги, свой корабль, все, что на нем было, у вас сгорает жопа, а игра летит в корзину. Но суть в том, что игра на этом не заканчивается, ведь пилот это бессмертный капсулер, у него есть одна очень важная вещь, которая будет кочевать за вами бесконечно. Это ваши навыки. Они качаются очень долго и в АФК режиме, то есть вы ставите какой-нибудь скилл на изучение, и даже если вы вне игры, он качается. На прокачку этого софткапа может уйти и несколько месяцев. Вы же попутно набиваете капитал. Многие считают Еву этакой сложнейшей дисциплиной. Это правда, но отчасти. Проблема в том, что порог входа в Еву невероятно высокий, и пока вы освоите все ее базовые механики и направления, пока вы разберетесь с картой галактики, секторами, нулями, методами заработка, огребете в ПВП несколько раз и так далее, на все это уйдет реально много времени. И вам очень повезет, если вы способны переваривать часовые гайды или у вас есть друзья, которые помогут вам стартануть. Игра, кстати говоря, подписана
подписочная, но подписку можно оплатить внутриигровой валютой, которую в принципе можно накопить даже на базовом аккаунте, как я слышал, ну либо оплатить там первый месяц и уже наковырять. Гайдов на эту тему в интернете в принципе хватает. И если вы тащитесь по сложным космосимам, всегда мечтали побывать в шкуре космического авантюриста, или же просто любите хороший sci-fi, вам явно стоит попробовать EVE. И если вы переживете первый месяц и не бросите игру после первой потери корабля, вы рискуете остаться в ней надолго. Ну ладно, если я это не вставлю, меня откровенно порвут. Ну и, кстати, весьма справедливо. Была такая MMORPG в свое время, Ultima. Увы, в наше время она совсем не то, что было раньше, но это мы уже как-нибудь попозже разберем. И был у Ultima этакий конкурент, который до сих пор живее всех живых. Натуральная бессмертная классика. RuneScape — это классическая браузерная MMORPG, существующая ныне в двух версиях. RuneScape 3 — это современная, относительно графонистая, на нее, кстати говоря, есть обзор на канале, и Old School RuneScape, по которому народ ждет обзор уже хрен знает сколько. Неловко получилось, простите меня. Так вот, многие могут отметить некоторое сходство RuneScape с Альбионом. И да, оно есть. В изометрии, а также немного в методе прокачки и некоторых сэндбокс элементах, но все же Альбион — это PvP-песочница, а RuneScape — это PvE-песочница. И это важно учитывать. Эта игра является этаким симулятором фэнтезийного авантюриста. У тебя для прокачки есть куча направлений, причем ты можешь прокачивать их абсолютно все. Ратное дело, крафтовые профы, приручение животных, теология, магические навыки, воровство, кулинария, куча всего, чем тут можно заняться и на чем можно заработать. Чем-то, кстати, похоже на Еву, и рынок тут, кстати, тоже живой. С точки зрения боя, тут тоже куча всего, разные виды оружия, всяких методов ведения боя. Если в RuneScape 3 система билдостроения одна, в Old School RuneScape она немножко другая. Плюс есть очень крутая квестовая система, где каждый квест — это небольшое приключение. Не убей, принеси, а какое-то расследование или спуск в какие-нибудь ебеня, типа квеста, где призрак просит найти его череп, или катакомбы самые первые, где сидят 3 разбойника, а если убить последнего, то его кровь стриггерит механизм, который открывает вход в целую крипту, где надо активировать несколько тотемов. В общем, все это реально интересно и здорово. И многие приключения завязаны на навыках, типа приключения гномов, которые можно выполнить только если ты шаришь за кузнечество. Также куча ролевых фишек. Например, можно стать хозяином таверны. Как тебе такое? Любая другая ММО, кроме Ультимы. Игра подписочная, но, как и Ева, подписку можно насобирать в самой игре. На фри-версии вам будет недоступна куча веток, но на тех, что доступны, вполне можно заработать. Если выбирать между олдовой и ритейл-версией, это как с World of Warcraft. Каждый решает для себя, что ему интереснее. Попробуйте обе, подписка вроде бы единая для всех. Если вы хотите олдовой изометрической ММО, где вы хотите быть скромным авантюристом в огромном и живом мире, с живой экономикой и кучей интересных приключений, вам точно стоит попробовать RuneScape. Игра, кстати, недавно вышла в Steam, что очень положительно сказалось на онлайне, и игра заблистала новыми красками. Фу, что-то я заманался. Но на данный момент это самые основные тайтлы, которые я готов порекомендовать моим любимым подписчикам и гостям канала. И вы можете задать логичный вопрос: а что с остальными-то? На абсолютно каждый такой вопрос: а где вот это ММО? У меня есть ответ, но наматывать хронометраж я не буду, ну и так перестарался немножко. Давайте кратко. Lineage и Ladro не попали в список, но про них я говорил вот в этом видосе про классику, обязательно посмотрите. New World еще даже до релиза не добралась, я советую только проверенные временем игры. Может быть, через год она тоже попадет в этот список. Arcade какой-нибудь уже одной ногой в могиле. Можете посмотреть ролик «Типичный день в Arcade Unchained», ждем вторую часть. Всякие Lost Ark, BNS и прочее, там тоже причин хватает, почему я их не вставил. Это живые игры, в них можно поиграть, но я их по определенным причинам рекомендовать не могу. Хотя в комментах обязательно кого-то порвет, даже половину ролика не посмотрев, но он уже начнет строчить: «А где моя дрочильня?» В общем, все как всегда. Ну и давайте немножко оправданий, почему я вообще запилил этот очередной видос. Во-первых, как я всегда говорил, топы хорошо набирают актив, а он мне очень даже нужен. Во-вторых, абсолютно весь мой старый контент, все, что я пилил в 20-19 годах, это все такая срань, господи. Но вот даже если взять видос про золотую пятерку MMORPG, ну как это говно вообще можно было смотреть? Пол ролика облизывание Варкрафта, остальная его часть там что-то промявкал про остальные как бы и
все. Отвратительно. Этот ролик мне нужен как этакая база, которая, во-первых, будет собирать просмотры и новую аудиторию на протяжении ближайших пары лет. Во-вторых, относительно сориентирует пользователя по ситуации на рынке, понятное дело. И самое главное, в каждой игре, представленной тут, я выделил главные аспекты, ради которых в нее, в общем-то, можно играть и почему она в этом плане лучшая на рынке. Я честно признаюсь, когда я увидел приблизительный хронометраж этого ролика, я немножко ужаснулся. Хотел было уже все переписывать, переделывать, сделать ужимку до минут 15, максимум 20, но я понял, что я не смогу адекватно рассказать про эти игры в этом хронометраже. И видос будет похож на очередной говнотоп, которых на ютубе сейчас десятки и все там одно и то же. В общем, да, я считаю, что даже если делать всякие подборки и топы, делать их по совести, широко раскрывая тему. И это позволит мне не переделывать этот видос еще как минимум год, а то и 2. Если уж так случится, что в следующем году или через год мне понадобится нужда что-то отсюда вырезать или наоборот дополнить, я просто возьму этот же самый видос, изменю его и перезалью. И мне похеру на просмотры наберутся по новой. Но у моего зрителя всегда будет ответ на вопрос, который мучает, очень многих на моем канале. А в какую MMORPG поиграть? Если ролик был полезен, ты колокос, подписывайся и оставляй один или несколько комментариев. И также не забывай про мой Twitch канал и прочие социальные сети. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.